I need to stop. I've been doing too much, I've been running too fast, I've been testing my luck. I've been living cloud nine, I've been at it all night, I've been feeling so loved. I've been waking up late, I've been making up shit, I've been spilling my guts. I've been feeling so blessed, but stressed all day, so I'm living out my dreams like every night. I love my life, but when I open up my eyes, it's not as though I fuck my life. Привет, райдеры! Вот и началось мое первое, можно сказать, серьезное путешествие. Я сейчас направляюсь в Киев. Я уже проехал 137,8 километров. Но сегодня, вот в 7 утра я только выехал, потому что эти 137 километров я проехал вчера. Как бы немножечко разбил этот путь, потому что далековато, плохая дорога. Итак, райдеры, проехал я еще 50 километров, это вообще ерунда. Но я начал свой путь с жесткого тумана, жесткой росы. Я уже замерз, просто дико устал, хотя проехал только 50 километров. Еду уже 2 часа, еду постоянно со скоростью 60-70 на трассе, потому что просто ужасный туман. Сейчас еду и переживаю, лишь бы не начался дождь, потому что если сейчас начнется дождь, то это просто будет адски. Просто адски. Когда дождик маленький моросит, ехать просто ад на мотике. Я замерз, я визор не могу закрыть, потому что я вообще ничего тогда не вижу. Я еду 110 км в час, мои глаза, моя морда просто в шоке. Небо поможет нам! Небо поможет не искать. Небо поможет нам. Небо поможет его взять. Небо поможет нам. Небо поможет нам. Небо поможет нам. Небо поможет нам. Сразу видно, что под Киев заехал. Дороги практически как в Европе, даже делают как в Европе, Европа стайл. Ну что, друзья, вот я и в Киеве. Не ожидали, что так выглядит Киев, да? Но на самом деле, действительно, я в Киеве, уже был знак Киев. Чуть-чуть, конечно, меня поразил масштаб работ, потому что, все 40 километров, как бы, и все вот так делают, что я еду последние 40 километров. Это очень круто, молодцы, и делают хорошую широкую дорогу. Это круто, это не может не радовать. Налево, направо, прямо.
I bet I had a ballerina standing on her tippy toes. And when I cook my dope, I'm standing on my tippy toes. Gotta put that work aside. Спасибо. Поехали? Передо мной едет моя электромечта. Я хотел бы себе Теслу как вторую тачку или даже первую тачку, с удовольствием купил бы Теслу. Тесла — это круто. Люблю Теслу. Ну вот и все, в принципе, райдеры. Моя поездка в Киев заканчивается, я сейчас еду домой. За эти дни я накатал 1100 километров, то есть всего общего маршрута получится где-то 1600-1700 километров. Бориспиль. Заехал в Бориспиль. У меня прям вообще дикое путешествие по Украине. Первый раз так сам езжу и на спортбайке. Выехал с Борисполя, еду в Черкасы, на улице около 10-12 градусов. Блин, невозможно быстро ехать, даже если хочется. Такая херня. Едем дальше. Даже вот такие же повозки меня будут обгонять на трассе, потому что реально я очень сильно замерз. Красота-то какая! Я еще нахожусь в Киевской области, Переяслав, Хмельницкий район. Я только что проехал и заехал в него. И что мне дико не хватает, это шарфика. Моя шея просто сходит с ума. И жестко разболелась спина, я не знаю, возможно, обдуло за эти 55 километров. Но я еще, грубо говоря, ни хрена не проехал, а уже просто дичайше охреневший. Мне еще ехать 450 километров, наушники не работают, музыки нету. Просто попадос. Но едем дальше. Какая красота! Как красиво здесь ехать! Ну чем вам не Европа, а? Мать его! Реально, как же красиво, черт возьми! Если бы еще наши люди так сильно не гадили все вокруг, а наоборот, хоть что-то делали, боже, была бы здесь просто нереальная красота. Еду через реку Днепр в Черкасах или в Черкасы подъезжаю, я уже даже сам не понимаю. Какой классный мост! А главное, широкий. Широченный прямо. Витаємо в Черкасах. Вот мы и заезжаем в Черкасы. Согласитесь, заезд в Черкасы очень крутой, да? Если вот так по мосту заезжать. Было вообще круто, когда город находится
на каком-то, грубо говоря, острове, да, где надо заезжать по мосту, то есть закрыл мост и все, никто тебе не заедет, ты как бы закрыл город у себя дома, никто чужой не зайдет. Ой, да. Фух. Устал я. Реально устал уже. И очень замерз. Что-то здесь случилось. Очень-очень неприятное. Ох ты, ё-моё. Походу его сбил поезд. Вот. Черкасская область. Виїхав со Сміли. Європейські дороги, тому що Черкаси це Європа. Но дороги, да. Дороги вообще огонь. Ну хорошо, хоть дождя нету. Вот видите, как вы видите, дождь недавно здесь был. Вот. Оп. Но зато в этом тоже есть свои плюсы. Я быстро не еду, поэтому не замерзаю. Все же едем дальше. Осталось всего-навсего 250 километров, грубо говоря, половина. Без падения я просто, сука, не мог. Сука! Ну почему, сука? Сука! Блин, я просто стал как бы, грубо говоря, отдохнуть. Я садился ехать и случайно ножку скинул и тупо завалился на месте. Вот меня, блин, просто этого, честно, ну, убивает. Я так постоянно падаю тупо. Продовжуйте рух цією дорогою ще 50 кілометрів. Блин, ну вот это, конечно, теперь меня эта ручка просто дико раздражает. Ручка сцепления, потому что она выгнулась в другую сторону очень сильно. И, блин, это... Фу, ладно, едем дальше. Встал, блин. Селфи сделать. Вот что делает усталость и что делает затупа. Хотя я проехал всего половину дороги. Не знаю, как-то сложновато она мне далась. Очень замерз, очень затупил. Ладно, едем. Я заезжаю в Кировоград, объезжаю Кировоград, мне остается всего-навсего 130 километров. Уже, в принципе, знакомой дороги, поэтому не будет никаких проблем. В общем, осталось где-то 40-50 километров, и я, честно говоря, немножечко не выдержал, потому что спина разболелась так, что я просто вот не мог дальше ехать, и мне надо было обязательно встать. Ну что, мои лавные друзьявки, мне осталось всего тут 10 километров, и можно уже сделать вывод о своем таком путешествии. Скажу так, что я не жалею, что я поехал, я не жалею этих потраченных денег, я бы это с удовольствием, возможно, бы повторил, но, конечно же, как бы там ни было, спортбайк для таких расстояний это просто извращение, И, конечно же, надо выбирать погоду потеплее, потому что очень холодно ехать, особенно в Киевской области. Первые 150 километров я просто отдубевал, у меня просто реально как бы аж зубы закатали, вот так я охренел. А так-то, конечно, я очень рад, что здесь в Киев, новые ощущения, новые дороги, увидел вообще Украину, катался, я имею в виду сам лично. Также познакомился с новыми ребятами, также увиделся с друзьями, которыми хотел увидеться. И в принципе путешествие на мотоцикле мне очень понравилось, потому что я очень люблю путешествия.
на спортбайке это не так удобно, как хотелось бы, но, возможно, я и буду продолжать путешествовать на спортбайке, увидим, посмотрим, потому что это довольно-таки очень дорого. Поэтому, если вам понравилось это видео, если вам нравятся путешествия, если вам нравятся мои путешествия, то ставьте лайк. И если будет много лайков, то, конечно же, я задумаюсь над тем, чтобы снимать дальше путешествия, кататься дальше в путешествии. Почему мне это нравится, людям это нравится, всем нравится, надо, значит, делать. Вот такие вот дела. Всем пока, райдеры, всего вам самого доброго. Спасибо, что смотрели это видео. Пока! Only got a problem when you in the hood. Welcome to the good life. Like I'm new in the hood. The only thing I wish I wish a nigga would. welcome to